Добрый день, меня зовут Татьяна. Я координирую работу агентства медицинского туризма Медио. Сегодня мы подготовили для вас сюжет с подробным объяснением кейса, который вызвал бурю негодования у наших зрителей. Дело в том, что в комментарии к одному из видео, на котором есть фото пациентки до пластической операции и после, нам оставили вот такие вот комментарии. Неужели никто не видит, что на фотографиях два разных человека? На левой фотографии азиатка, на правой европейка. Просто подбирали азиатскую модель под европейскую, вот и все. Да вранье, не может быть, нельзя обманывать и давать людям такую надежду. За деньги вы можете родную мать продать. Это видео можно посмотреть вот тут. Мы решили встретиться с доктором, который проводил данные пластической операции, и подробно обсудить, как же ему удалось получить такие впечатляющие результаты. Встретившись с доктором, мы передали ему все комментарии, и вот его реакция. 감사합니다. Кстати, камсамнида – это значит по-корейски «спасибо». Доктор благодарит вас за все комментарии, которые вы оставили к данному видео. Давайте послушаем интервью доктора, он расскажет нам, что конкретно было сделано в данном кейсе и каким образом можно получить такие результаты. Здравствуйте, меня зовут Джон Джинок. Я работаю в клинике пластической хирургии View. Оперирование в пластической хирургии относится к сложному процессу моделирования того, какая операция требуется пациенту, как сделать так, чтобы достичь максимального результата и как правильно провести операцию. Сегодня я объясню операцию, результат которой сильно отличается от начального облика. Это результат усердной работы нашей больницы, помощи всего ее коллектива. На мой взгляд, это хороший результат безопасной операции. 이 환자분 그 수술 원장님이 직접 하셨죠? 그렇죠. Да, конечно. 원래 이 환자분이 원하는 곳이 어떤 곳이었어요? Прежде всего надо сказать, что пациенты приходят к нам чаще всего и спрашивают не какую операцию мне нужно сделать, а что было бы хорошо исправить в моей ситуации. Давайте посмотрим фотографии пациентки до операции. Как вы видите на фотографии, у пациентки много морщин, область глаз сильно нависает. Тоже можно сказать про область нижней трети лица, наблюдается сильный птоз. Сейчас данной пациентке 54 года. В данном возрасте больше всего беспокойства вызывает опущение мягких тканей лица. Именно это мы постарались исправить у данной пациентки. 어떤 수술을 원장님이 권장드렸어요? Давайте для начала я расскажу процесс консультации пациентки. Прежде всего, ее беспокоило сильное провисание кожи в области глаз. С возрастом кожа век сильно опускается вниз и появляются морщины. Затем от провисания в области средней трети лица линия подбородка также сильно провисает и становится много морщин. Вот что больше всего беспокоило пациентку. Мы провели консультацию, чтобы понять, как решить данную проблему. Прежде всего, мы решили, что необходимо исправить ситуацию в области глаз. Как видите, много очень морщин в области лба. Как же сделать так, чтобы выражение лица стало более ясным? Можно, конечно, просто улучшить область глаз, но для того, чтобы выражение лица в целом стало более светлым, надо, чтобы лоб приподнялся. Поэтому была прежде всего проведена эндоскопическая подтяжка лба, с помощью которой были расправлены морщины в области лба и приподняты брови. Одновременно с этим, то, что кожа век сильно опустилась и прикрыла линию век, было исправлено с помощью блефаропластики с разрезом под бровью. Таким образом, была восстановлена линия век. Так стали видны линии складок век. Лицо стало в целом выглядеть намного моложе. То, что кожа сильно опустилась, было исправлено. И поэтому выражение лица в целом стало более светлым, радостным. Второе. Зона под глазами. Пациентка уже ранее делала операцию нижнюю блефаропластику, но с возрастом все равно появились сильные морщины, есть небольшие грыжи. В данной области была проведена нижняя блефаропластика и слегка подтянута кожа век.
Так была решена проблема верхней части лица. Но есть также нижняя часть лица. Второй частью операции является операция в нижней части. Как вы видите, есть глубокие носогубные складки, проблемы с подбородком. Уголки рта упали вниз, вот так. Сильно выступают брыли. Вот таким образом. В целом есть впечатление, что нижняя треть лица сильно провисла. Вообще возрастные изменения – это, во-первых, сильное опущение мягких тканей, и, во-вторых, это проседание мягких тканей лица. Для решения проблемы опущения мягких тканей средней трети лица и одновременно исправления проблемы подбородка была проведена операция по подтяжке лица. Что представляет собой операция по подтяжке лица? Как видно здесь на слайде, за ухом вот так был проделан разрез, внутренние мышцы были подтянуты, и вместе с ними была подтянута кожа. Эта операция не затрагивает область глаз. Как я уже сказал, глаза и область лба были подтянуты с помощью эндоскопической операции по подтяжке лба. А линия средней части лица, нижняя часть подбородка и шеи исправляется с помощью операции по подтяжке лица, что и было сделано в данном случае. Затем проседание мягких тканей лица. Проседание в данной области под глазами, в области носогубных складок, здесь на подбородке. Вот эти области были впалые, просевшие. Есть необходимость сделать линии лица более мягкими. Для этого в этих областях был проведен липофилинг. Таким образом, были решены две проблемы. Проблема опущения птоза тканей и проблема проседания тканей. Эти проблемы были решены одновременно. Слишком много рассказал сразу, да? Задайте еще вопрос, я же должен рассказать про ринопластику. Вообще на операцию по подтяжке лица и шеи требуется время. Поэтому у данной пациентки операции были разделены на две. Сначала решили проблему провисания ткани лица. При поднимании лба и при поднимании бровей и операция по подтяжке средней трети лица и линии подбородка. Далее, уже после того, как спала отечность, после первой операции, прошла реабилитация, была восстановлена линия складки двойного века. Далее, как вы видите, нос выглядит тяжелым. У пациентки была исправлена линия носа. И третье. Также был добавлен объем в области проседания тканей. Если делать все эти операции одновременно, время операции может сильно увеличиться, а пациентка в возрасте. Поэтому было решено операции разделить на два этапа. Обычно для того, чтобы прошли отеки, требуется как минимум месяц. Прошел 1 месяц. Затем нужно было также состыковать время с пациенткой. И получается, 1,5 месяца спустя была проведена вторая операция. Вторая операция, вот здесь хорошо видна боковая сторона, до операции. А давайте я еще раз объясню способ операции. Вот здесь видно, минуту. Посмотрите еще раз на эти фотографии. Где находится впалая область? На лбу есть морщины. Я разделю лицо на верхнюю часть от глаз вверх и нижнюю часть от глаз вниз. Верхняя часть. Брови опустились вниз и давят на глаза. Внешняя часть глаз проседает. И очень много морщин на лбу, да? На линии подбородка, если смотреть в общем, также есть выпуклые части. Называется брыли. Вот, сильно выступает. Линия подбородка растянулась и провисает. Поэтому, в общем, вверх подняли и подтянули. Вот здесь провели за линией уха разрез, и мышцы, находящиеся внутри, подтянули сюда и сюда, в двух направлениях. Вот так. Таким образом сделали линию подбородка. Затем кожу вот здесь разгладили, и разрезы были здесь, чтобы не было видно. И таким образом все лицо привели в порядок. Если сравнить на фото, то видно, что вот этот угол и линии подбородка в целом вернули прежний вид. Видно же, да? И вот таким образом провели лифтинг, начиная от лба и по всей поверхности лица. 이 환자분이 여기서 저기를 안 하셨어요? 보통 Лифтинг области под подбородком подтягивают двумя способами. Если кожа под подбородком сильно провисает, вообще данной пациентке сделали надрез и немного убрали
жид липосакции. Но если мышцы разошлись и кожа под подбородком сильно провисает, тогда делают подтяжку мышц подбородка. Но у данной пациентки, так как была подтяжка шеи сзади вот так подтянули мышцы, и было возможным подтянуть мышцы подбородка. Вообще способ подтяжки может различаться от случая к случаю в зависимости от особенностей пациента. Можно только спереди потянуть, но тогда не подтянется область сзади, правильно? Поэтому, если только спереди вот так сильно упирает, тогда можно только здесь спереди подтянуть. Но если и здесь, и по бокам провисает, то можно одним вот способом решить эти две проблемы. Прежде всего, у пациента в возрасте может увеличиться продолжительность операций, и время реабилитации тоже увеличится, даже при использовании общего наркоза. Поэтому прежде всего есть проблема, связанная с безопасностью наркоза. Также после операции возможны кровотечения. Мы должны как можно быстрее обнаружить проблемы и как можно быстрее их решить. Тогда сможем избежать серьезных проблем в дальнейшем. Однако, если поздно обнаружим проблемы, поздно их решим, тогда возможны сильные отеки или даже может потребоваться повторная операция. Обычно при общем наркозе, если время операции увеличивается, мы всегда госпитализируем пациента. И при госпитализации медсестры и сами доктора всегда следят, насколько сильный отек идет, хорошо ли пациент восстанавливается после операции. Все эти проблемы с безопасностью здоровья пациента решаются. У данной пациентки процесс прошел без осложнений, и реабилитация прошла довольно быстро. 혹시 그 수술 중 가장 어려웠던 부분이 또는 혹시 신경 쓰셨던 부분이 있었나요? Ну, это операция, которую я очень часто делаю. Но в целом у данной пациентки не было ничего сложного, но из-за того, что операция может затянуться, мы решили разделить ее на две части, а не делать все в одну операцию. Тем более, что ринопластику лучше делать, когда спадут отеки. Поэтому было принято решение разделить операцию на две. Поэтому операция, как обычно, хорошо прошла, особых проблем не было. До самой операции я ее планирую. Обязательно необходимо подготовить тщательный план операции. Поэтому, чтобы во время операции не появились какие-то неучтенные факторы, которые не были предусмотрены до операции. Во время консультации с пациентом надо все тщательно обсудить, заранее подготовиться. Тогда и во время операции не возникнет серьезных проблем. До операции мы проводим обследование для проведения общего наркоза. Это и рентген, и анализ крови, и электрокардиограмма. И в случае, если будут обнаружены какие-то отклонения, будут проведены дополнительные обследования. И только после того, как мы убедимся в безопасности проведения операции, врач-анестезиолог дает разрешение на проведение операции. Однако, если он скажет, что есть проблема, даже если я хочу провести операцию не будут проводить. И если пациент захочет провести операцию, все равно не будут проводить. Потому что проблемы с безопасностью очень важны, особенно в случае с возрастными пациентами. Бывает, что пациент принимает какие-то лекарства от высокого давления или диабета, или лекарства для разжижения крови. Надо эти моменты тщательно учитывать, чтобы и после, и во время операции не было проблем. То есть, на мой взгляд, тщательный учет всех данных является одним из гарантов безопасности пациента. Вообще результат операции, особенно это относится к иностранным пациентам, я же провожу предварительную консультацию до их приезда в Корею. Честно говоря, сложно показать результат, то, как будет выглядеть пациент после операции. Особенно, когда это касается зарубежных пациентов. Надо подходить к данному вопросу очень тщательно. Мы действительно делаем виртуализацию результата операции, но нельзя сказать, что она будет точно отображать результат операции. Несмотря на то, что в последнее время виртуализация сильно развита, но реальный вид пациента, изменение его костей, его формы лица, его кожи, виртуализация отразить не способна. Просто воссознать до какой-то степени внешний облик пациента, как на фотографии. Кроме этого, мы точнее показать пациенту не можем. Важно же понимать то, как представляет доктор конечный результат, какой способ операции доктор использует. Поэтому нельзя сказать, что на 100% виртуализация сможет это передать.
Но до какой-то степени, до такой степени, чтобы пациент представил и поверил, и доверился, виртуализация возможна. Со стороны клиники невозможно давать консультации, которые требуют чересчур затратные большие массивы данных. Когда консультируешь пациента, консультация должна быть реалистичной. Если уровень ожиданий пациента слишком высок, нельзя ему сказать, что да, все это возможно, просто для того, чтобы его привлечь, чтобы он пришел в клинику. Надо сказать, насколько то, что ожидает пациент, оправдано и что может быть реализовано. Вот до такой степени изменить можно. Нужно, чтобы пациент это понял, нужно обсудить эти моменты, особенно в случае с иностранными пациентами. Поэтому нужно, чтобы пациент до приезда в Корею получил консультацию с доктором. 3D 모델링도 있는데 만약에 그 3D 모델링이 하면 정확히 수술 효과를 예측할 수 있어요? Мы используем 3D-моделинг для пациентов, которые идут на операции контурной пластики, двухчелюстные и операции по уменьшению скул. Каким образом? Смотрим, каким образом кости будут двигаться. Например, когда верхняя челюсть выходит вперед, а нижняя заходит внутрь, как будут мягкие ткани перемещаться, чтобы пациентам было более понятно. Вот для этого мы используем моделирование. В таком случае использование, можно сказать, что моделирование дает точное представление. После операции вид до-после в какой-то мере достаточно точно можно смоделировать. Второе использование – это при операции по ринопластике. В последнее время на основе данных КТ, когда планируется использование импланта, когда нужно посмотреть, насколько при этом изменится внешность, в таких случаях вместе с пациентом решается, например, он говорит, настолько приподнимите, настолько опустите. Это можно во время консультации вместе с пациентом посмотреть. Есть такая специальная программа. Так как это основывается на данных КТ, такое моделирование тоже имеет достаточно высокую точность. 드라마틱한 그 효과 후에는 공항에서 출국 시 문제가 없어요? У нас вообще много таких пациентов. Что же мы делаем? Мы в клинике пишем подтверждение. Действительно много случаев, когда фото в паспорте отличается от облика. Также бывают случаи, когда сильная отечность. В таких случаях мы пишем подтверждение. Такой-то пациент сделал такую-то операцию, прошло столько-то дней после операции. Мы обязательно выписываем подтверждение об операции, поэтому об этом можно не беспокоиться. Ну вот и все на сегодня. Большое спасибо русскоязычному координатору Дмитрию за организацию встречи с доктором и предоставленные материалы. Также спасибо доктору за прекрасную проведенную операцию. Спасибо, что вы досмотрели видео до конца, и оставьте обязательно комментарий, что вы думаете о данном кейсе. Наше агентство занимается организацией лечения и операций по пластической хирургии в Корее. И если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите просто написать нам лично, внизу в описании к видео есть наши контактные данные. Ставьте лайки, если вам понравилось данное преображение, подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующем выпуске.